Está temblando, hijo. В Венесуэле произошло катастрофическое двойное землетрясение, ставшее самым мощным и разрушительным в истории страны за последние столетия. По уточненным данным Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки начались в среду около 18 часов по местному времени. Последовало два мощнейших удара стихии магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей всего в 40 секунд. Сейсмологи классифицировали это событие как редкое двойное землетрясение, при котором первый форшок залегал на глубине около 20 километров, а основной, второй удар произошел на глубине всего 10 километров, что кратно увеличило его разрушительную силу. Эпицентр природного катаклизма находился на северо-западе страны, в муниципалитете Вероэс, штата Яракуй, недалеко от городов Сан-Филиппо и Юмаре, однако колебания почвы докатились до Колумбии, севера Бразилии, где эвакуировали высотки в Манаусе, и островов Аруба, Бонайре и Кюрасао. На данный момент зафиксировано более 20 интенсивных авторшоков, 6 из которых отчетливо ощущались в Каракасе. И сейсмологи предупреждают, что повторные толчки продолжатся, создавая угрозу для уцелевших зданий. Первоначально объявленное предупреждение о цунами для побережья Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканы, американских и британских Виргинских островов к настоящему моменту было отменено американскими профильными центрами. Ситуация в пострадавших регионах остается критической. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес ввела режим чрезвычайного положения в Каракасе, а также в штатах Ла-Гуайра, Миранда, Арагва, Карабоба, Фалькон, Яракуй и Трухильо. На данный момент официально подтверждена гибель 32 человек, а более 700 получили ранения различной степени тяжести. Однако власти открыто заявляют, что эти цифры не учитывают данные из наиболее пострадавших прибрежных районов, где разбор завалов только начинается. Геологическая служба США обнародовала пугающий прогноз автоматизированной компьютерной системы, согласно которому из-за уязвимости местной застройки из самана и кирпича без армирования с вероятностью в 44% число жертв этой катастрофы может превысить 10 тысяч человек, а риск достижения 100 тысяч погибших оценивается в 30%. Наиболее страшный удар приняла на себя прибрежная Ла-Гуайра, которую правительство объявило зоной масштабного бедствия, а также Каракас, где обрушились десятки жилых и коммерческих зданий. В престижных столичных районах Лос-Палос-Грандес, Альтамира, Сан-Бернардино и Барута сложились два многоэтажных жилых дома и высотное здание коммерческого банка. В курортном городе Макута до основания рухнул 8-этажный отель «Эдуард» на 106 номеров, оставив стоять только входную группу. Гигантские облака строительной пыли заблокировали видимость на улицах. Выжившие люди в панике выбирались через разбитые окна. La redoma de Morón.
¿Será que ellos estaban en el club, José? Сейчас тысячи горожан остаются ночевать на открытых площадях и спортивных полях, боясь возвращаться в свои дома из-за риска новых обрушений. Разрушения инфраструктуры привели к полному хаосу. В Каракасе и Ла-Гвайре отключено электричество, в нескольких штатах прервано водоснабжение, а сотовая связь и интернет работают с огромными перебоями. Perforación en el SR1. По приказу министра внутренних дел Диосдада Кабейо была экстренно перекрыта подача газа во всех потенциально поврежденных районах, чтобы предотвратить взрывы и пожары. Транспортная система страны полностью парализована, движение поездов и столичного метрополитена остановлено, парламент отменил свои заседания, а главный авиационный узел страны, международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара, закрыт на неопределенный срок из-за тяжелых повреждений терминалов и обрушения потолков, что привело к полной отмене всех внутренних и международных рейсов. До конца недели в Венесуэле отменены любые общественные мероприятия, Министерство образования полностью приостановило занятия в школах и университетах, планируя использовать уцелевшие учебные заведения в качестве пунктов временного размещения. К масштабной спасательной операции привлечена Боливарианская национальная гвардия под командованием генерала Хуана Эрнесто Сульбарана Кинтеро. Делси Родригес заявила, что первые самолеты со спасателями и техникой из США, Мексики, Сальвадора, Доминиканской республики и Катара прибудут в страну в ближайшие часы. Соседние Бразилия, Чили, Аргентина, Эквадор, Панама, Уругвай и Колумбия готовят свои силы для отправки в зону гуманитарной катастрофы.